Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно из солнечной Грузии, из города Тбилиси. Сегодня в Грузии началось настоящее лето. Я, конечно, одета еще по-весеннему, так сказать, еще с длинным рукавом, потому что мы сегодня уезжаем из Тбилиси в другую страну, и я не стала доставать вещи. Мы останавливались в Тбилиси буквально на одни сутки, бронировали себе отель. Вы уже видели это в наших предыдущих видео и хотели подвести итоги нашего пребывания в Грузии. В целом, свое мнение высказать, как нам здесь понравилось или нет. Тем более вы сами спрашиваете у нас и под видео, и в телеграм-канале, какое отношение к русским, можно ли разговаривать на русском языке здесь, поймут ли нас на русском языке. Сразу отвечу, отношение великолепное, прекрасное, никаких претензий никому нет, никаких там языковых барьеров нет. Здесь абсолютно все, начиная от взрослого поколения и заканчивая молодежью, они все говорят на русском языке. В любое место, куда вы зайдете, в магазине, в кафе, вас везде поймут, вам везде ответят на русском языке. То есть проблем абсолютно никаких нет. Чем расплачиваться в Грузии? Естественно, только лари. Другую валюту здесь не принимают. Рубли можно обменять в обменнике, доллары, евро, все можно обменять в обменнике. Кстати, по поводу рублей, сейчас мы пройдем с Димой немножко, и у нас спрашивали, какой курс рубля к ларе. Сейчас мы все с вами узнаем. В целом, пребывание в стране. Мне очень понравилось. Страна гостеприимная. Здесь, все необычно, это для нас новая страна пребывания. Отель. Вот в отеле отношения у нас спрашивают, как вам понравилось или нет. Да, конечно, понравилось. Все, молодцы, на высшем уровне у нас был отель с завтраком. Сегодня мы позавтракали. Завтрак не обильный, как мы привыкли, например, там в каких-то отелях Турции или Египта. Достаточно можно там наесться, перекусить, попить кофе с чем-нибудь, с какой-то выпечкой, и наесться до обеда. По поводу обедов и ужинов, вообще стоимости в кафе, где перекусить можно, они здесь абсолютно все разные, и цены разные, и все разное. Вот буквально вчера обед у нас вышел 81 лари. Сказать, что мы там наелись, я не могу такого сказать, как мы рассказывали вам, что вышли с легким чувством голода. Но ужин у нас был просто великолепный, курица и пирог, и мы очень хорошо наелись и заплатили за это все 55 лари. То есть нужно искать, нужно ходить и искать, и не бояться того, что мы сначала думали, что в туристических местах будет сильно дорого, но я такого не могу сказать. Мы в туристическом месте, на туристической улице поели в кафе, и все вообще отлично было. Сегодня у нас в 17:25 самолет, мы улетаем в другую страну, о которой вы, конечно же, узнаете немножко позже. Наше путешествие продолжается. А сейчас у нас есть еще несколько часов до нашего вылета. Мы уже выселились с отеля в 12 часов, по стандартам выселения. Но нам любезно разрешили оставить наши сумки. И мы налегке сейчас вышли в город. И сейчас немножко прогуляемся и хотим купить себе сувенир. Зрители нашего канала все знают, что мы собираем тарелки из нового места, из новой страны, из нового города. Естественно, как же не купить тарелку из Тбилиси. И мы сейчас идем на поиски тарелочки, сувенира из Грузии. В данный момент мы находимся на банях. Не в банях, а на банях. Это серные бани, еще какие-то. В общем, тут большое разнообразие их. Это все тоже там написано серные бани. Здесь какие-то немножко другие, по-моему. Вот эти все купола. Внутрь мы не заходили. Не знаю, как там. Но так люди здесь любят всегда походить по этим баням. Довольно-таки прикольно. А также поснимать видео, пофоткаться. Конечно, вид здесь красивый. Вот, люди пришли фото снимать, Они видео. нас очень долго ждали, пока мы снимали. Место такое прикольное. Здесь тоже такие кустики классные. Красиво так все сделано. Место очень такое привлекательное. Заходим сейчас в обменник, хотим узнать, сколько стоит рубль. Наверху, конечно, есть прайс. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, 1000 рублей. Сколько это будет в ларе? Сколько?
1000 рублей получается. Ну, здесь курс соответствует, 33 лари. Друзья, пришли мы на мост через реку. Почему сюда именно мы пришли? Потому что вот здесь вот наверху, посмотрите, есть такая небольшая канатная дорога. И наш подписчик Дмитрий, который нам присылал посылки неоднократно из Таиланда, рекомендовал нам прокатиться на этой канатной дороге. Вот мы с Димой, у нас есть несколько часов пока что до вылета, и мы хотим с Димой сейчас пройти и попробовать покататься на этой канатной дороге. Вот такие вот виды. Сегодня так солнечно, такая погода, прекрасная погода. Вообще ясно так. Вот как меняется она. Вчера вы такие были и тучи, и пасмурно было, где-то там капал дождик, а сегодня такая прекрасная погода, летняя прям. Друзья, здесь, в этом месте, очень много туристов, просто очень много. Можно вот взять тур такой по городу и прокататься на этом автобусе. Очень много стоит микроавтобусов, там, где предлагают экскурсии в различные места. Цены, конечно же, абсолютно везде разные. И я скажу, здесь нереально много туристов. Особенно много туристов встречаются из Китая. Очень много. И все ходят с фотоаппаратами, с камерами. Все снимают, каждый уголочек снимают, фотографируют. Вроде мы уже ближе к фуникулеру и обратили внимание на такое дерево. Обалденное дерево, понятно, это не как искусственное, все сделано из металла. Я не знаю, что оно символизирует. Тут есть все, Дима, тут какие-то, как-то топки какие-то. О, гля, ничего себе. Запоріжжя. Українською мовою написано. Прикольно. Могилев. Могилев-Подольский. Стоим мы, ожидаем своей очереди на фуникулер. И здесь вот этот вот белый воздушный шар. Я не знаю, он поднимается, он, по-моему, тут закрепленный, он просто вверх и вниз спускается потом. Я так понимаю, что он не улетает никуда. Посмотрите, какая очередь. Я надеюсь, конечно, мы успеем. Все, друзья, выстояли мы эту очередь, купили 2 подъема, получается. В одну и в другую сторону дается вот такая вот карточка. Стоимость на двоих туда-обратно 12 лари. Ждем свой вагон. Ну, очередь такая довольно-таки не маленькая. Не, ну я скажу, вот это вот мы стояли, всю эту очередь, людей было, как вы видели, очень много. Заняло по времени у нас буквально 20-22 минуты. Это с учетом того, что я еще платила на кассе. Так что поднимаются. Все, друзья, сели мы в вагончик свой. Крайние места заняли, здесь будет хорошо, я думаю, видно, потому что на вот этих вот дверях наверху есть такие как форточки. Так, а что она не закрывается? А, все закрывается. Ну что, поехали. Здесь прохладно, так будет. Так окна сильно затемненные. Поехали. Ну, видно, вроде бы не Это воздушный А шар. мне так ничего, там больше, наверное. Да. Мне так хорошо. Да. Выше. А тут окна. Короче, смотрим. Все смотрим. Прикольно.
приехали. О, вот и все, можно выходить. Что, выходи? Да, выходим. Можно здесь немножко погулять. Буквально сколько там, несколько минут, да, заняла сама поездка. Здесь можно Да, погулять. какой Здесь вид. можно, да, посмотреть. Тут, как нам говорили, и ботанический сад есть. Дима, а ты помнишь, вот с левой стороны вот эта вот статуя? Мы вчера с тобой смотрели ее. Она такая маленькая-маленькая была, а сейчас мы подойдем к ней немножко поближе. Пошли. Посмотрите на эти виды. Вообще супер. Я абсолютно не пожалела, что поднялась на фуникулере. И вот еще хотела момент один сказать. Когда мы стояли в очереди, стоит очень много иностранцев на разных языках. Они между собой общаются. Ну, естественно, это все видят и слышат местные жители и предлагают свои услуги. То есть, чтобы не стоять в очереди, можно без очереди пройти. Они вам еще организуют экскурсию. Ну, уже, когда вы подниметесь сюда наверх, это все стоит 60 лари на двоих. Еще одна канатка. Да, там две канатки. Он говорил, что там еще канатка, которая нам предлагала эту экскурсию. На той канатке, по-моему, 24 лари стоит с одного человека подняться и спуститься, потому что она подлиннее будет, чем вот эта вот. Ну, посмотри, сколько здесь сувениров. Ой, матрешки наши. Кружки, в основном кружки. Кафешки. Ну, тут можно идти до бесконечности, по-моему. Да, тут очень много мест. Он как рассказывал, там, тот, который экскурсию нам за 60 лари предлагал, тут очень много мест можно посетить. И, я же говорю, ботанический сад рассказывал, он будет и историю нам рассказывать, постоянно нас сопровождать. Ну, мы не согласились. Мы поднялись на самую вершину. В предыдущем видео мы с вами смотрели на вот эту вот огромную статую. Я не знаю, как ее назвать. Правда, снимаем мы ее немножко со спины. Спереди она хорошо видна, когда внизу стоим. Вот мы это сделали, мы поднялись. А впереди, посмотрите, какая красота у нас открывается. Сплошные какие-то леса, птички поют. Я смотрю, там здания какие-то есть. Дорога обычная, вот дома, люди живут. А на вершине это, наверное, какой-то VIP-апартаменты какие-то строятся. Посмотрите на эти виды. Просто дух захватывает, когда смотришь вниз и понимаешь, что под тобой не одна сотня метров. Ну, круто. Вообще. Обалдеть. А это мы возле статуи этой, да? Да. Не знаю, как она называется, конечно. Но очень прикольно. Мы всегда с Димой, когда находимся в каком-то новом месте или в каком-то новом городе, мы с удовольствием поднимаемся на горы, потому что это наше любимое вообще природное явление. Скажи свое мнение, Дим. Да, просто бомба. Так хотелось сюда подняться, даже не ожидал, что здесь будет так классно. А вид вообще... Дима еще говорит, сюда если подняться, здесь можно вообще целый день посвятить и Да, гулять да, здесь да, целый день. Дышать просто этим свежим воздухом, наслаждаться этими видами. Супер. У нас время ограничено, но тем не менее ни грамма не пожалели, что мы здесь Да. поднялись. Ну что, друзья, мы все-таки двигаемся дальше, потому что у нас еще задача купить тарелочку, сувенирчик. Больше мы ничего не будем покупать, потому что путешествие у нас длительное, очень длительное. Ну только началось. Оно только началось. Только Да. началось. Даже не представляете, что вас ждет впереди. И нас тоже. Так что подписывайтесь на канал, телеграм-каналы, а также наш второй YouTube-канал, в котором выходят видео из Мариуполя. Но пока что сейчас второй канал у нас будет на паузе, потому что мы с вами путешествуем. У нас просто прекрасная возможность в этом году появилась посвятить приличное количество времени путешествиям. Мы этого очень ждали, мы об этом мечтали и планировали. Одно из желаний новогодних наше было, и оно вот в этом году исполнилось. Ну что, двигаемся дальше за тарелкой. Возвращаемся мы уже назад. Нам в подарок на память осталась эта карточка. Мы, наверное, в сдавать не следующий надо? поедем. Ну, не забрали, а кому ее сдавать? А что, поехали? Поехали. Возвращаемся. Все россияне.
Прошло буквально несколько минут, и мы уже на земле. 3 секунды, мы уже приехали. Идем за нашим сувениром, тарелочкой. Ой, Дима, посмотри, Лянь, вообще людей практически никого. Мы такую очередь стояли. Это нам так повезло, в кавычках, когда мы стояли и ждали. Ну, мы же спешили. Ну да. Уважаемые, на кораблике Нет, полчаса. спасибо. Ну вот, вы слушаете, да, все, абсолютно все разговаривают на русском языке. Любую какую-то там услугу предлагают, либо какую-то поездку туристическую, все на русском языке. Такой интересный бар из трамвая, я не знаю, наверное, каких там, 50-х, 60-х годов. Не, ну прикольно. Ну да, что-то необычное. Класс. Мне очень нравится здесь. Жалко, что у нас заканчивается, уже подходит к окончанию пребывания в Тбилиси. Буквально еще часик, и нам уже нужно вызывать такси и ехать в аэропорт. Так что спешим, чтобы купить наш сувенир из Тбилиси. А вот на таких лодках предлагают постоянно прокатиться. Сколько стоит, не помнишь? Ой, я не помню. На предыдущем видео мы озвучивали, конечно, цену. Прям прохода не дают. Но Люди этих даже видят, он сидят, что мы снимаем, машут рукой. лодок таких, конечно, здесь много. Ну и посмотрите, какое течение, просто бешеное. Друзья, зашли мы в магазин, решили купить себе, ну, мы в Грузии находимся, как же без боржоми. Вот эта вот бутылочка стоит литрового боржоми, это пластик 3,05 лари. Также мы себе на вечер берем вот такие вот булочки, я не знаю, как по-другому назвать. 3,35 лари это сосиска в тесте. А здесь еще такие квадратики лежали. Мы тут уже нагребли себе. Вот они, вот эти вот квадратики. Это с сыром, по-моему. Как называется? Вот честно не знаю. 3,85 лари. И взяли себе еще, у нас сегодня будет тяжелый перелет, длительный такой он будет, и нам что-то нужно будет поесть. Взяли вот такие сэндвичи еще себе. Один стоит 4,85 лари. Ну и в этом магазине мы решили купить себе вот такую вот тарелочку. Цена этой тарелочки 15,45 лари. Вот хочу булочки сказать. Прям здесь, по-моему, их и выпекают, да? Вот печка стоит. Да. Особо непонятно по ценам, потому что написано все по-грузински. Но вот боржоми мы покупали. Вчера мы покупали вот такой тархун. Покупали мы 4 с чем-то, а сейчас уже 2,79. Ну, так бывает. Акция сегодня. Также вот такие сэндвичи мы взяли. 4,95. Ну, выбор большой, вроде бы все свежее такое. Попробовали мягенькое. Хочу вина показать. В них не разбираюсь, конечно. Может, кто понимает. Комментировать не буду, потому что сказал, в винах не разбираюсь. Тем более по-грузински все написано. Друзья, ну что, покупки мы совершили, вам показали немножко расценки. Теперь идем мы в отель за своими чемоданами. Нам пообещали там вызвать такси по Яндексу, да? Да, Яндекс.Такси здесь работает. И хотела еще сказать, вчера мы приехали в этот отель за 70 лари. А когда я спросила у девочки на ресепшн, говорю, а вы сможете нам вызвать такси по телефону, есть ли приложение в Тбилиси? Она говорит, а вообще без проблем, конечно, вызовем. Я говорю, а сколько ориентировочно будет стоить поездка от отеля до аэропорта? Она говорит, в зависимости какое время, там цены варьируются, там от 15 лари до максимум 35 лари. Я говорю, сколько? Она говорит, вот такие вот расценки. Я говорю, а что это, говорит, дорого?
Я говорю, просто вы понимаете, мы за 70 лари приехали из аэропорта в отель. Она стоит такая, улыбается. Ну, бывает. Мне это выражение, фраза так вообще понравилась. Ну, реально бывает. Поэтому приложение это самое лучшее. И так как здесь работает Яндекс.Такси, то можно даже самостоятельно вызывать при наличии интернета себе такси. Знаете, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Идем мы с Димой сейчас и рассуждаем. А зачем нам кого-то просить? Мы сейчас находимся на ресепшене нашего отеля. И у нас есть интернет здесь, бесплатный Wi-Fi. И относительно нормально работает. По крайней мере, такси можно вызвать. У меня тоже есть Яндекс. Так что я и сама могу это сделать. Давайте посмотрим, сколько будет стоить такси от отеля до аэропорта. Заходим в Яндекс.Карты, набираем наше местоположение, международный аэропорт Тбилиси и далее. И нам показывает такси. Посмотрите, какие цены. Эконом 24,10, комфорт 25 лари и комфорт плюс 26,30. Поездка будет 26 минут. Можно вызвать, вот, например, за 25 лари. Обалдеть просто, я вот поражаюсь. 70, я вчера заплатила 70 лари. Представьте, какая разница. 45 лари, это, можно даже поужинать за эти деньги. Все, вызвали. Еще ответ на вопрос, понимают здесь на русском языке, говорят здесь на русском языке. Да здесь даже приложения работают русские. Друзья, как показывает, рядом с нами есть несколько машин поблизости. И вот уже пришло сообщение, что через 7 минут приедет серый Ford Fusion. До свидания, спасибо. Так, ну что, чемоданчики наши готовы. Дима, как обычно. За носильщика. Ну что, как тебе пребывание в Тбилиси, Дим? Нормально, мне понравилось. Приедем еще в Грузию? Возможно. Ничего не исключено. Загрузит. Такая вот серая, красивая машинка. Сегодня прошло полчаса, как мы оказались возле терминала вылета в аэропорту в Тбилиси. Напиточек наш, который мы покупали, кто будет в Грузии, попробуйте такой напиток, реально очень вкусный, настоящий тархун. Хочу сразу предупредить, что здесь, в Тбилиси, именно в аэропорту, на каких-то где-то туристические зоны, очень много людей, которые просят мелочь, якобы мелочь, денежку, просят, и молодые, и пожилые, в основном это цыганской национальности люди. Вот как и впереди у нас две молодые девушки с ребеночком, и они ходят и просят мелочь, особенно у приезжающих на вылет туристов, иностранцев. Что, друзья, у нас остается 2 часа до вылета, и куда ж мы летим? Летим мы в Стамбул. Все, идем на регистрацию. Прошли мы уже регистрацию, дали нам уже посадочные талоны. Летим мы компанией Pegasus. Летим, как я уже говорила, транзитом через Стамбул, через Турцию. Нам дали, получается, посадочные талоны сразу же на 2 рейса. Конечная наша точка, конечный наш пункт назначения на завтра уже, потому что мы прибудем в 3:50 ночи, утра по местному времени. Это будет Египет, город Шарм-эль-Шейх. Почему-то мы с Димой захотели в этом году поехать именно в Шарм-эль-Шейх. Мы взяли с собой и маски, и коралки, которые приобретали в предыдущей нашей поездке. Аэропорт, именно само здание вылета, не такое большое, он такой компактный, симпатичный. Есть достаточно много места, где можно посидеть. Здесь есть несколько этажей, можно подняться выше, зайти в дьюти-фри посмотреть, можно там в кафешках где-то посидеть. Везде указатели, везде табло, то есть заблудиться здесь вообще нереально. Такой оригинальный, да, современный, красивый аэропорт. Да, интересный, необычный. Друзья, что вот гуляем сейчас с Димой по зданию аэропорта, и что мы заметили. Вот посмотрите, с правой стороны от меня это вход именно сюда, в это здание, где проходит регистрация на рейс. А вот с левой стороны от меня уже идут регистрации, то есть вот эти окошки, стойки регистрации на рейс. И с правой стороны нет вообще никаких пунктов вот этих проверок, металлоискателей, детекторов этих. Вообще, мы просто пришли с чемоданами
дали паспорта, нам выдали посадочные талоны, забрали наши чемоданы и все. Их даже не проверили. Может быть, где-то там в дальнейшем, по пути исследования, пока в самолет их проверят дальше. Но как-то это для нас было удивительно. Друзья, ну что, прошли мы все уже регистрации, идем садиться на свой самолетик. Скоро у нас вылет, буквально через каких-то 20 минут. Авиакомпания Pegasus. Самолет, наверное, будет очень большой и набитый, потому что у нас 38-й ряд. Вот так вот идет посадка. Как с одной стороны, так и с другой стороны. И все, мы уже почти заходим в самолет. Да почти оказалось еще один вот такой вот пролет. И вот я уже слышу, как гудит наш самолет. Самолет у нас очень большой, по 3 места с каждой стороны. И у нас возле иллюминатора. Мы впервые с Димой сидим в самом конце, 38-й ряд из 40 возможно. Но зато классное местечко у нас возле иллюминатора. Друзья, самое крутое — это взлет и посадка. Сейчас мы идем на взлет, набираем скорость. Взлет прошел успешно. Перед нами Тбилиси. Сейчас мы наберем высоту, и уже будет нам получше лететь, потому что мы сейчас такие в хвостике сидим, немножко как бы низковато. Лететь нам до Стамбула 2,5 часа, ну так заявлено, по крайней мере. Сейчас мы как раз будем в облака заходить, тоже очень интересно. Потом над облаками, вообще тоже прикольно. Тоже облака на нашем уровне, можно так сказать. Сейчас тоже самый интересный момент, когда мы уже над облаками. Друзья, вот скажите, ну вид прям как будто где-то на Северном полюсе, таком заснеженном, вот такие синие, как можно сказать, да, как будто это море. Ну вообще круто. Под нами заснеженные горы. Ну что, 2,5 часа прошли для вас вообще незаметно. Для нас я немножко успела и подремать. Посмотрите за окно на иллюминатор. Мы уже снижаемся. Буквально несколько минут и уже будем приземляться. Сколько кораблей или судна, как их правильно назвать. Красиво так это все смотреть свысока. Смотрим на порт Стамбула с высоты птичьего полета. Прям так близко-близко все кажется. Буквально рукой можно достать. Все, мы уже буквально над крышами домов. Уже прям такое сближение с землей идет.
Приятное ощущение. Самолетики, Все. аэропорт. Земля. Как говорится, добро пожаловать в Стамбул. Серьезная посадка была. Ну, мы вообще-то в хвостике сидим. Люди хлопают. Я тоже хлопала. Друзья, добро пожаловать в Стамбул. Я скажу, здесь очень тепло. Даже вечером. Мы прилетели в 7 часов вечера и довольно-таки тепленько. Это наш самолет, на котором прилетели. Ждем автобус. Друзья, ну что, прошли мы уже паспортный контроль. Это занимает вообще в Турции это секунды делов, что у меня, что у Димы. У нас, получается, это транзитный перелет, потому что конечная точка у нас это будет Шарм-аль-Шейх. И так как это все происходит в компании Пегас, то есть мы летим в компании Пегас, то, соответственно, мы даже багаж свой не забираем. Ты посмотри, какие очереди. Это в Duty-Free. Это люди Кошмар, прилетели да, в какие Стамбул. очереди. Ну, представь, это прилетели люди в Стамбул и покупают, получается, себе алкогольные и не только Я алкогольные. такого никогда не видел. Всякие разные предметы, продукты. Да, очереди вообще сумасшедшие. Ну что, нам сказали, я как бы сначала не поняла, где, думаю, наш багаж, а потом я подошла на стойку, Пегасус, здесь компания, представитель этой компании, она сказала, типа, у вас конечная точка, это Шарм. То есть вам можно выходить отсюда и подниматься дальше. Следующий вылет у нас будет в 00:50, то есть у нас есть еще 5 часов времени. Гуляем по Сабихе. Друзья, ну нам стало очень интересно, что тут люди покупают, что такие очереди. Duty-free, это ж, ну, как бы прилично дорого. Ну, в общем, в руках у кого что. У кого сигареты, у кого Дима, я виски. смотрю в основном один алкоголь в руках. Неужели тут прям такие скидки сумасшедшие? Давай посмотрим. Ну вот смотри, ну да, 20% скидки на Black Label. 39-20 евро литровая бутылка стоит. Вместо 50 почти 49 евро. А питон Мур. Смотри, Балантайнс тоже 25%. Ой, 20% скидки. Вместо 25 евро 19,20. Это литровый Балантайнс. Что еще у нас? О, Дима. О, Я, правда, не вижу ценника. Вон он, 30,60. Прикинь, Шериданс литровый. 30-60 евро. Главное, чтобы такие скидки были, когда мы будем улетать. Друзья, ну что, наконец-то дождались своего следующего самолета, который отвезет нас в Шарм-аль-Шейх. На удивление, такой огромный самолет, и он практически пустой. Очень много пустых мест. Дима, знаете, какую идею мне предложил? Вот с левой стороны от меня вообще полностью ряд пустой. Мы сидим вот на этом ряду, только вдвоем. Он говорит, иди туда, садись там возле окна, а потом, говорит, взлетит самолет, а ты ляжешь. Будем спать. ну да, пока я не здесь прилетим. ляжу. Просто я смотрю, люди уже немножко начинают пересаживаться. Ну, что-то посовывать. Ну, сзади вообще он все свободно. Так что сейчас мы будем взлетать и, наверное, менять дислокацию. Будем как на диванчике, VIP-зона у нас Ну будет. да, сейчас уже 12 часов ночи, спать хочется по-любому. Час уже, не 12. Ну, уже почти час, да. Так что за окошком, за иллюминатором у нас уже глубокая ночь. Да, уже темно. Лиля Emniyet сменила kartlarını место. önünüzdeki koltuk У cebinde меня будет göreceksiniz. VIP-зона. Acil durumlarla ilgili места talimatları ve önemli Я даже bilgileri içeren раскололась, emniyet если kartları Что, друзья, идем на посадку. Уже внизу видно отели. Видно, как иллюминация отелей горит.
тепленькую страну, Египет. Друзья, я еще, честно сказать, не проснулась. Мне удалось немножко поспать. Я приняла горизонтальное положение и на час вообще отупилась. Вот на этом самолете мы прилетели. Привезли нас в аэропорт. Заходим в знакомые места. Да, да. Это Когда мы точно. были здесь последний раз? В 24 году. То есть 1,5 года назад мы были, ну, осенью 24-го. Ничего не поменялось, все как было, так и есть. Ну, это Египет. Но сейчас вот просто интересно, многие очень видео снимают о том, что там ужесточились проходы таможни. Сейчас мы все с вами проверим. Друзья, наконец-то мы добрались в наш первый отель. Добирались мы, конечно же, не без нюансов. Их было достаточно прилично, о которых, конечно же, мы вам расскажем уже в следующих сериях. Так что не забывайте подписываться на наш канал, плюс на наш телеграм-канал. На этом мы будем с вами прощаться, заканчивать это видео из нашего путешествия. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих видео.